Друзья, всем приветики! Я очень рада снова видеть вас здесь, на моем канале, посвященном вязанию, шитью и всякому прочему творчеству. Сегодня представляю вашему вниманию очередной предновогодний выпуск влога. Иначе его еще называют влогмас. Это для тех, кто спрашивает, что такое влогмас. Кстати, успех моего видео мастер-класса по кардигану ромбы перевалил уже за 100 тысяч просмотров, чему я очень рада. Я хочу поблагодарить вас за все те теплые слова и восторги, что вы оставляете мне там в комментариях. И если в Инстаграме, где у меня тоже там рилс с этим кардиганом ромбы, на котором, кстати, уже больше 800 тысяч просмотров, там девчонки могут меня в своих сторис или рилсах отмечать, и я вижу, какие классные разные у них ромбики получаются, то здесь на YouTube, к сожалению, нет такой обратной связи. Поэтому, девочки и мальчики, если такие есть. Если кто-то вяжет по моему мастер-классу ромбы, я очень вас прошу, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вот здесь вот ссылочка. Всегда ссылочка под каждым моим видео. Там мы в режиме реального времени можем обмениваться, кто что вяжет, что у них получается. И мне очень любопытно посмотреть, какие же у вас разные ромбики и кардиганы получаются. А если вы не вяжете этот кардиган, все равно подписывайтесь, если вам интересно наблюдать за моей жизнью, что я вяжу, что делаю и как дела у Цири. А еще я тут на днях просматривала свою аналитику по просмотрам на YouTube и поняла, что достаточно много зрителей, кто на меня не подписан, смотрит мои видео, причем регулярно. Так что, ребят, если вы смотрите мои видео, если они вам нравятся, то подпишитесь, ну. Нам осталось всего лишь 400 человек добить до 20 тысяч подписчиков. С ума сойти. И это будет просто лучший подарок для меня на Новый год. Так что давайте успеем, подписывайтесь. Ладно, все, с самопиаром закончили. Давайте уже все-таки посмотрим, что же происходило со мной за эти последние 2 недели. Что я вязала, куда ходила, какие подарочки мне пришли. Кстати, сразу предупреждаю, что в этом выпуске концентрация Цири будет просто превышать все допустимые значения. Я не знаю, как так вышло, я не специально, просто заметила, пока я монтировала этот влог. Все, давайте начнем. Берите чаек, кофеек, конфеточку и всем приятного просмотра. Поехали! Доброе утречко, друзья! Я сегодня уже с самого утра прихорошилась снова. Залог того, что день пройдет удачно в плане съемок. А у нас что? У нас влогмас. У нас каждый день календарик с заданиями. Чем мы сейчас и займемся? Сегодня 8 декабря, и пойдемте посмотрим, что нас сегодня ожидает. Так, вчерашнее задание, где нужно было посмотреть фильм какой-то новогодний, я, к сожалению, не выполнила. В общем, у меня сейчас первоочередно занимает время монтаж, пока не выйдет влог. И там могу расслабиться спокойно и уже посмотрю обязательно какой-нибудь новогодний фильм. Так, сейчас у нас 8 число. Давайте посмотрим, что же там. Так, потанцевать под новогодние песни. Ну, это просто, это гораздо легче всех остальных заданий. Фух, натанцевалась. Это задание, которое я выполнила быстрее всего, наверное. Готово. Сегодня мой завтрак выглядит вот так. Не знаю, нет аппетита, ничего не охота. Друзья, приветики! Не знаю, как так вышло, но уже вечер, а я все еще не подходила к нашему адвент-календарю. Так что давайте посмотрим. Может быть, успею сегодня что-то выполнить. Я просто сегодня весь день опять занимаюсь монтажом нового влога. Итак, что же у нас сегодня 9 число? Давайте посмотрим. Написать письмо следующему году с желаниями и планами. Положить в конверт. Какое долгое задание. И запечатать. Вскрыть через год. Интересная практика. Я знаю, что многие так делают. Я ни разу не пробовала писать какие-то себе же самой пожелания на будущее и сохранять их. Так что интересно, попробуем, напишу. Это что за сахарная конфеточка? Такой вот сахарочек. Тут одна конфетка у меня.
Вторая лежит. Доброе утречко, друзья! У меня сегодня уже 11 декабря, и вчера у меня не было подключения, потому что я с утра до вечера монтировала. Да, я каждый раз это говорю, выкладывала новый выпуск влога. Поэтому сегодня мы сейчас пойдем к нашему календарику и откроем сразу два окошечка, ну, точнее, зашоркаем. Пойдемте. Что, Цири? Холодно. По привычке просится на балкон. Я ей открываю, она понимает, что там очень холодно. У нас, кстати, в Новосибирске перешел мороз. Первый, вот вчера, позавчера было минус 19, минус 20. Сейчас уже минус 14, чуть-чуть получше. Но все равно это значительно прям холоднее, чем обычно. И, естественно, Цири на балконе там себе жопу отморозит. Итак, сегодня у нас 11, ну давайте за вчера, за 10 число сначала. Я, кстати, взяла более острую штучку, ей царапать оказывается гораздо легче, чем монеткой. Так, прочитать про символ года, в какой стилистике нужно встречать Новый год и узнать, что он несет твоему знаку зодиака. Интересно. Я, на самом деле, не особо этим интересуюсь, поэтому как-то не читаю, год кого, цвет какой, нужно что, во что одеваться на Новый год. Мне как-то все равно. А вот что несет твоему знаку зодиака, ну, в общем, любопытно. Окей. И сегодня на 11 число. Что нам нужно сделать? Устроить релакс-вечер с расслабляющей музыкой и аромамаслами. Ну, аромамасел у меня нет, но у меня есть аромапалочки, аромасвечки, музыка и релакс. Это вообще отлично. Если сюда добавить вязание еще при всем вот этом, то вообще замечательный вечерок меня ожидает сегодня. Кстати, да, что по выполнению. Новогодний фильм я посмотрела. Я вчера ответственно посмотрела «Гарри Поттера». Хотя хотела какой-то более новогодний, но не хочется. Гарри Поттер тоже считается новогодним, я сделала. Письмо я еще не написала, я буквально сейчас этим займусь. Полки тоже еще не перебирала, но это вот как руки дойдут, так выполню. Кстати, как можно было заметить, я наконец-то повешала эту свечка-гирлянду. Вот так вот это выглядит. Но сейчас пока день немножечко приглушенно это смотрится. А вечером, мне кажется, это будет очень красиво. Такой теплый, мерцающий свет от них идет. Мне очень нравится. Так, значит, что у нас... Что несет год змеи рыбам? Звучит, конечно. О, каким будет год змеи для рыб? Особое время самопознания, духовного роста и реализации амбициозных планов. Ну, это же прямо про меня. Боже, мне кажется, это про кого угодно можно сказать. Ну, как всегда, во всех, мне кажется, в астрологических прогнозах и прочей вот этой, я извиняюсь, если кто-то верит белиберде, это настолько размыто описано, что под любую ситуацию любым людям это подойдет. Ну, в целом-то хорошее, как бы, окей. Думаю, задание выполнено. Я сразу села выполнить задание предыдущих дней, в котором нужно было написать самой себе письмо и открыть в следующем году. Привет, Даша 2026 года. Оставлю это послание до следующего года. Теперь надо не забыть куда-то его воткнуть. В паспорт, может быть. Я символично заклеила даже это послание, чтобы не подглядывать. И через год только посмотреть. Так, письмо, значит, себе написала с пожеланиями и планами. Про свой символ года тоже почитала. Ну, здорово, что у нас вот остаются полки перебрать. И сегодня релакс устроить. Замечательно, идем.
В этот вечер у меня была и расслабляющая музыка, и свечи, и аромапалочки. Но сначала, конечно же, для меня самое расслабляющее — это вязание. Цири так забавно тут на Катю Ринг засмотрелась. Главная проверка. Кошачья. Что это у нас тут за коробочка такая? Скоро покажу, что внутри. Нормально. Вот это игрунька. Так, все. Контента с кошкой достаточно. В этот день Егор помог мне собрать вот этот новый стеллажик, а поподробнее о нем я расскажу чуть позже. Так, ну что, нужна отвертка? Сейчас принесу. Ну вот, смотрите. Воздуха нанюхалась и играет. С этой стороны нет, да, такой? Она так смешно выглядывает. Ты сейчас упадешь, Цири. Пусть. Ага. Смотрите на это. В общем, я достала вообще все пакеты и коробки с пряжи. Вот, оказывается, ее больше, чем я думала. Это нужно сейчас все уместить в этот стеллажик. Тут еще вот проектные всякие сумочки. Ну ладно, проектные мы туда пихать не будем. Хотя бы просто пряжу упаковать туда. Значит, вот такие вот я 3 короба купила. Сейчас попробуем, встанет он туда вообще или нет. Итак, вот что у нас получилось с этим маленьким прелестным стеллажиком. Там еще сзади спрятанные, я туда убрала все коробки лишние, которые у меня стояли вообще просто в коридоре. Ну, там елочные игрушки, я их потом после сезона новогоднего уберу. Пока что тоже коробы на тесте, то есть у меня 2 вот таких войлочных и 2 вот таких картонных. Ну, внешне что-то они мне пока не совсем нравятся. Войлочные вроде более симпатичные. В общем, посмотрю, какие удобнее, и закажу еще 2. Вот такие вот новости у нас к этому часу. Доброе утречко, друзья. У меня сегодня 13 декабря, пятница. Мало того, что 13 это мое счастливое число, а пятница 13 я вообще обожаю. И вчера я пропустила день нашего адвент-календаря, так что сейчас пойдемте откроем снова целых 2 окошечка. Кстати, помните, в выпуске мастер-класса «Кардиган ромбы» я предоставила желающим возможность задонатить мне. Так вот, там накопилась определенная сумма, и я долго думала, на что же их потратить. И тут на днях меня осенило. Я, кстати, говорила об этом, что я очень хочу какую-то систему хранения организовать для своей пряжи, так как у меня нет каких-то отдельных шкафов или отдельного места, у меня все распихано по коробкам и по корзинкам во всей комнате. Здесь наверняка уже были подсъемы, потому что вчера мне Егор помог дотащить этот стеллажик до дома. Так что именно благодаря вам, мои зрители, у меня теперь такой стильненький, классненький, милый стеллажик, в котором теперь у меня хранится пряжа. Наконец-то в одном месте, все красиво. Я там внутрь каждого короба еще хочу положить аромасаше, чтобы у меня просто потрясающе пахло пряжа каждый раз, когда я открываю эти коробочки. В общем, всего того, что я хотела распихать по вот этим коробам, оказалось больше, чем места в этом стеллажике. Поэтому я очень хочу заказать, точнее, я уже заказала себе еще один точно такой же стеллажик, но повыше, из 6 ячеек состоящий. И я его хочу вот сюда поставить. Этот манекен, я вообще думаю от него избавиться. Так, сюда не смотрим, это то, что мне осталось еще сшить. Мои недошивные процессы, которые я все никак не могу доделать. Так что, думаю, вот сюда он просто отлично, идеально впишется. Так как он не очень широкий по ширине, то, мне кажется, просто отлично сюда он
сойдет. Так что, дорогие мои зрители, я еще раз хочу вас поблагодарить. Вот так вот символично я порадовала себя системой для хранения пряжи с ваших донатов. Благодарность за мастер-класс. О, кстати, еще хотела похвастаться вот этой рубашечкой. Это одна из тех вещей, которые я нашла у мамы. Я очень-очень давно шила сама эту рубашку. При этом выкройку на нее я нашла в супер древнем советском журнале. Не помню, это Бурда была или нет. По-моему, да. Ну, что-то очень старинное. Не помню, какого года, но очень что-то ретро. Ну, тут видно по крови, да, какая вот рубашка. По этому крою можно было шить джинсовки. Там очень-очень много вариаций моделей было с изменением каких-то элементов. Там кармашки, рукава, верх подлиннее, покороче. С добавлением даже было бахромы. То есть, видимо, тогда было тоже это модно. Вот такая рубашка из плотненького хлопка. Я ее, помню, носила летом. Даже вот как верхнюю одежду, типа легкая джинсовочка. И решила ее забрать домой и носить как домашнюю рубашечку. Очень удобная. Кайфовая. А, да. Что-то я отвлеклась. Да, пойдемте же к адвент-календарю. С чего я начала-то сегодняшний день? Пойдемте вон туда и откроем целых 2 окошечка сразу. Итак, что у нас по календарю? У меня все практически пункты выполнены, кроме вот этого. И, наконец-то, вчера я считаю, что новый стеллаж это как раз соответствует. То есть я выбросила старую тумбочку, перебрала все, что было в ней, и переложила в новый стеллажик. Так что done. Сделано. Итак, что у нас сегодня? Давайте сначала 12-е. За вчерашний день посмотрим. Поставить новогодние обойный телефон. Господи, так, я сразу скажу, и что я отказываюсь от этого пункта. Я терпеть не могу менять какие-то обои на телефоне. Вот скажите мне, как вы относитесь? Это я одна такая, я терпеть не могу, когда разные приложения на телефоне, типа маркетплейсов, там, да, Amazon, ВБ, разные другие программы, они меняют аватарку на новогоднее время, а потом, когда Новый год уже вроде бы прошел, оно до марта так и остается в телефоне. Вообще не люблю, когда вот эти иконки ужасных каких-то новогодних пестрых видов, и уже хочется на стандартный поменять, а они все тележатся с этим. Так что я противник этого, крестик. Извините, конечно. Скажите, как вы относитесь к такому. Я не буду. Так, надеюсь, сегодня что-то поинтереснее задание. Я, конечно, такой капризный пользователь календаря, я так поняла. Второе задание, которое я игнорирую добровольно. Так, позаниматься любимым видом спорта. У меня нет любимых видов спорта. Ну кроме скейтборда. Но скейтбордом как бы не позаниматься зимой. Куда-то ехать специально для этого. Ну, не знаю. Ну, что за странные задания? Так, ну, мне как-то неудобно ставить крестик на оба этих задания. Давайте я попробую что-нибудь сделать. Ну, не знаю, меня эти задания что-то вообще в тупик поставили. Что с этим делать? Вид спорта любимый. Ну, точно! У нас же во дворе каток, и я все хотела пойти попробовать покататься. Так, сейчас я гляну, сколько там людей. Хотя пятница, блин. Возможно, там сейчас выходной, и куча людей, тогда мне будет это сложновато. Уже хорошо, что я вспомнила классный вид спорта любимый, который я вполне могу с удовольствием выполнить зимой. Покататься на коньках. Возможно, я это сделаю не сегодня, чуть попозже, в понедельник, например, чтобы было пусто на катке. Но я это выполню, и это уже радует. Значит, на сегодня у нас нет никаких заданий. Значит, я просто займусь своими планами вязальными, блогерскими. Так что сейчас я красиво, наверное, установлю нормально, сяду камеру и расскажу о новостях, которых, кстати, накопилось уже нормально. Так, сейчас посмотрим, что у нас как... О, пусто. Так. Напялить коньки и быстренько сходить покататься. Блин, там 2 чувака играют. Помешаю им. Ладненько.
Итак, что у меня по новостям? Начнем с самого вкусненького и интересного. Мне пришла долгожданная посылочка от бренда Aura Yarns. Это российский бренд пряжи, но там такие люксовые составы, там такие невероятно эстетичные артикулы пряжи. Просто посмотрите на их инстаграм-страничку, и сразу понятно станет, что этот бренд, эта пряжа создана с такой любовью, трепетом и эстетическим вкусом. Ссылочку я оставлю в описании, если что. Ну, давайте же посмотрим, что же там. Сейчас будет шуршание. Секундочку. Тан-тан-тан. Вот так выглядит логотип, ребят. Мне почему-то всегда так жалко рвать это. О, ну красота, вы только посмотрите. Я когда только наткнулась на ребят в Инстаграме, я просто влюбилась вот в этот пушистенький артикул. Называется Touch Me. По составу здесь 76% сури-альпака, 20% мериносовая шерсть и 4 всего лишь процента полиамида. То есть он максимально натуральный, максимально нежный состав. Это вот, блин, действительно, это просто котеночек. Вот прям самый котеночек из всех котеночков, максимально пушистый. Это еще он в пряже, когда в изделии можно расчесать, вот так, знаете, как распушают, да, шапочки, там, рукавички. Это будет просто пушок. В общем, выбрала я вот такой зеленый цвет, который называется базилик. Да, номер цвета, давайте сразу скажу. Где он тут вообще? Номер цвета отзовись. А, вот, наверное. Не знаю, тут много цифр, но просто в скобках Basil. В этот раз я подумала, что достаточно мне нейтрально-бежеватых, молочных всяких вещей и аксессуаров. Захотелось чего-то цветного. А зелененький цвет... Вы поняли, да, с моего новогоднего убранства это все пошло. Зеленые оттенки что-то захватили мое сердце этим зимним сезоном, поэтому я вот такой цвет выбрала. Ну, вы только посмотрите, как эстетично, красиво. Здесь вот дырочки в этикетке. Какой дизайн, да? Название очень. Очень красивые моточки. Я еще сделаю отдельно красивые подсъемы, конечно. Вот такой вот новогодний подарочек я для себя сделала. Так, что у нас еще по новостям? Цири, ну что ты шкребешься? Пойдешь в камеру? Зрители тебя вообще очень любят. Ты же звезда. Так, раз мы тут коснулись темы Цири, я тут недавно у своей подружки в Инстаграме увидела потрясающую статуэтку, а я имею слабость вот именно к фарфоровым ретро-статуэткам. Я спросила у нее, что же это за чудо и где она его взяла. Она мне посоветовала пойти на Авито и посмотреть там. Я залипла, там, конечно, такие безумно красивые есть ретро-статуэтки, германские, французские, там такие человечки, женщины какие-то. Ну, так все это мне по эстетике нравится, но я в итоге нашла вот такого котенка, вы только посмотрите. Ну, это же Цири. Ничего страшного, что она в полосочку, а у меня Цири просто беленькая. Я считаю, что это вылитая Цири. Вы посмотрите на этот хвостик, это на эту сахарную жопочку. Ну, просто Цири. Так что вот такой фарфоровый котеночек у меня вместо фигурки символа года, который мне по адвент-календарю нужно было купить, я купила вот такого котеночка. Мне безумно нравится. Скажите, что вы думаете? И кто также питает слабость именно к вот этим ретро-фарфоровым фигурочкам? Вот такие новости. Что у нас еще? Сейчас мы сверимся с списочком. Список новостей. У меня тут процессик идет. Процессик подарка моей маме. Надеюсь, она не смотрит мои влоги. Хотя последнее время она мне сказала, что она смотрит мои влоги. Состоящий из вот таких вот маленьких бабушкиных квадратов. Я уже навязала столько, сколько нужно. И это будет чехол для салфеток. В одном из влогов давно я показывала, что я вязала себе такой чехол. Я не знаю, как это назвать, внутрь которого ставится пачка салфеток вот этих одноразовых. И вот такой же я хочу связать только из бабушкиных квадратов. Покажу здесь примеры, наверное, не знаю, пару фоточек вставлю, чтобы вы представляли, что я имею в виду. И еще один процесс у меня готовый на сегодняшний день. Сейчас я вам покажу. Вот такой готовый процесс у меня. Еще одна подушечка. Да, я немножечко помешалась на подушечках в этом сезоне. Еще одна зелено-красная, которая тоже ждет своего завершения. Вот эту я, наверное, подарю кому-то. Не знаю, на Новый год или
еще на какой-то другой праздник. Но, скорее всего, я подарю, потому что у меня в интерьере уже и так перебор подушек. У меня есть мастер-класс на вот такой вот квадратик, который в самом начале моего блогерского пути просто залетел и принес мне очень много подписчиков и зрителей новых. Здесь я чуть-чуть изменила, добавила еще один ряд, и поэтому здесь добавочное пятнышко такое. На змеиный какой-то немножко принт похоже. Не знаю, что-то мне напоминает именно у кобры, да, вот этот вот глазик, квадратик. Ну, что-то такое. Обратная сторона выглядит не так прикольно. Снова другого цвета, просто, ну, серый у меня закончился. Я решила ставить его именно на край, чтобы, если лежит подушка и чуть-чуть выглядывает, было серенько. А здесь нейтральный такой цвет, просто бежевый. Потому что этой стороной подушка как бы и не должна вообще никогда показываться. Вот ее рабочая сторона. Так она и должна в интерьере где-либо находиться. Надо, кстати, сейчас еще рилс какой-нибудь снять, все это еще отфотать. Чем я сейчас и займусь. Вот такие у меня новости к этому часу. Сейчас займемся сегодня блогерскими делами. Навряд ли я что-то еще вязать сяду, потому что, казалось бы, вроде утро, а уже темно, как вечером. Видите, да, у меня уже искусственное вокруг освещение, потому что в декабре у нас солнечных... Я, кстати, даже специально загуглила. И, оказывается, в среднем 3 солнечных дня в декабре. Это жесть какая-то. Надо уже привыкнуть к этому и смириться, что начиная с ноября и до февраля, не знаю, солнца нам как бы можно и не видать. В итоге в этот день я все-таки выделила время для вязания. Здесь у меня продолжается предновогодний просмотр Гарри Поттера. Не помню уже, какая тут часть. И теперь уже неотъемлемая часть под просмотр — это, конечно, вязание. В общем, из этих звездочек, которые я давно уже навязала и все лежат, нужно уже доделать гирляндочку, которую я хотела. Я тут наткнулась еще на елочки. Решила разбавить эту гирлянду именно вот такими новогодними елочками. И получается, сама ниточка у меня будет вот такого бежево-коричневого цвета, как у елочек стволы. И вот так я распределила элементы в этой гирлянде. Сейчас соединю быстренько и уже покажу, что получилось. Заодно сегодня решила еще заблокировать вот эти мои готовые квадратики, чтобы завтра их уже соединять. Ничего вот здесь вот не меняется. Цвет-то как... В общем, гирляндочка готова, я ее уже повешала, но хочу показать вам ее красиво, снять завтра уже утром. Надеюсь, что будет хоть какой-то свет. А сейчас время 11 часов вечера, но я уже пойду готовиться ко сну, потому что хочу все-таки исправить режим свой и завтра встать пораньше. Посмотрим, получится у меня это или нет. Что, Церенька? Доброе утречко. Друзья, доброе утречко. У нас сегодня следующий день, 14 декабря, суббота. Мы вчера с Егором решили, что нужно как-то уже основательно поправлять свой режим. И мы одновременно в 8 часов утра встали, что для меня большое достижение. И утром, вот где-то в 9:30 был такой красивый, ярко-ярко-розовый восход, буквально там прожилочка. И потом все затянуло снова облаками. Так, что, пойдемте посмотрим адвент-календарь, что за задание сегодня меня ждет. Надеюсь, какое-нибудь нормальное, которое я смогу выполнить. Потому что вчера, естественно, пока я тут какие-то подсъемы делала, собралась уже на каток, а там уже вечер, видимо, пришли с работы люди, дети, там, не знаю, со школы. И там куча народу, и я решила в другой раз, в понедельник, утречком. Надеюсь, выполню это задание и открою свой катательно-коньковый сезон этой зимой. Так, пойдемте к календарику. Значит, 14 число. Давайте посмотрим. Выделить 1 час.
На чтение книги, которая всегда откладывалась. Или на занятия спортом. Конечно, я выберу книгу. Какой вопрос вообще? Книгу с удовольствием сейчас засеку час и почитаю. Хотя я сейчас только что завтракала и читала книгу, примерно как раз-таки час. Надо было раньше, наверное, открыть это задание. Ну ладно, еще час. Окей, сейчас почитаем. Я все еще читаю вот эту книгу Анна и Марк Коэн. «Пирог с крапивой и золой. Настой из памяти Веры». Здесь, по сути, две книги. Я уже ко второй приступила. «Настой из памяти и Веры». Здесь я даже делаю закладочки. Вот такое впервые. Розовым цветом — это новые слова, которые я гуглю и сразу карандашиком помечаю, записываю. Сейчас я покажу. Давайте какой-нибудь откроем. Например, так, оп. Вот здесь я встретила слово «экзальтация». Оп, подписала сразу, что значит. Ну, для меня, может быть, кто-то знал всегда, что такое экзальтация. Но тут много устаревших немножко таких слов каких-то. Я их помечаю. Потом зеленым. Зеленым, по-моему, мне просто нравится как-то красивое выражение, художественно закручено. В общем, с пометочками читаю. У меня осталось еще, вот, не знаю, четверть, наверное, примерно. Так что сейчас засекаю час и с удовольствием почитаю. Выполнили. Здравствуйте. Итак, я обещала показать утром свою гирлянду, которая у меня получилась. Вчера вечером я ее довязала. У нас все еще вот так вот пасмурно, поэтому это максимум света, который естественный поступает в комнату. Очень мило получилось, и мне очень нравится, как сочетаются ножки у елочек. И вот эта основная ниточка с пупырышечками такими, красные звездочки, зелененькие елочки. Очень мило, и в интерьер прям идеально мой вписывается. Сразу стало более празднично сидеть за компьютером, когда вот такая вот милейшая гирляндочка есть. Если интересно, я оставлю ссылки на мастер-классы звездочки и елочки. Но на самом деле их на YouTube очень много. Можно просто забить елочка крючком, звездочка крючком и выбрать любую елочку и звездочку, потому что их тоже способов много разных есть. Выбрать, какая вам больше нравится. Друзья, доброе утро. Стою перед вами около подоконника на коленях. Давайте посмотрим очередное задание адвент-календаря. Получается, мы ежедневно начинаем день именно с этого, да? Поэтому насыщенный влогомас. Так, сейчас я пячусь назад. Что же сегодня ждет меня по заданиям? Давайте посмотрим. Ребят, беру свои слова обратно насчет обоев на телефон. Я случайно залезла на Pinterest, и там такие красивенные, такие эстетичные, классные есть обои. Я, во-первых, залипла, выбирая. Во-вторых, конечно же, я поставила себе все-таки новогодние обои, классненькие. Я ими довольна. Так что вот такое вот переобувание у меня случилось. На каток я еще не сходила, конечно. Завтра понедельник, я очень надеюсь, что я завтра это выполню. Давайте посмотрим. 15. Ух ты, какой здесь интересный. Так, посмотреть старую новогоднюю комедию. Опять смотреть какой-то фильм? Да что же такое? Теперь уже точно не отвертишься Гарри Поттером. Хотя это же можно сказать, что это старая новогодняя. Ну ладно, это не комедия Гарри Поттер вроде бы как. Ладненько, посмотрим что-нибудь из старого русского, наверное. Не знаю, откуда у меня в памяти всплыла именно эта комедия, но я решила посмотреть «Вечера на хуторе» близ Диканьки. Супер старинный фильм. И я нисколько не жалею, что посмотрела. Это было здорово. Кузнец Вакула, силач и детина хоть куда. Солоха, мать Вакулы. Ах!
Вот это графика. Да, Циря? Вот это спецэффекты. Пора вводить ежедневную рубрику «Как сегодня спит Цири». Вот, смотрите. Цири бегущая. Такое вот сегодня. Нет, ну вы посмотрите, что происходит. Это как надо изогнуться? Это, мне кажется, уже пора экзорциста вызывать. Кошка Цири принимает любые формы. И жопочки, жопочки. А перед сном я начала соединять вот эти квадратики для моей салфетницы. Доброе утречко, друзья! У нас второй день, вот так вот утром на часочек при восходе именно солнышко светит. Так что я помыла голову и решила немножечко словить его хотя бы на лицо, чтобы не только мрак и пасмурность были у меня в видео. Ну что же, сегодня, кстати, 5-й день, как я встаю в 8:00 утра. Я помню, в прошлом году примерно в это же время зимой я, по-моему, месяц, а то и 2 вставала в 6:30 утра. Такой у меня эксперимент был, вполне успешный. Потом постепенно разочек, 2, и все, и потом пропал у меня этот режим. А потом лето, вечеринки, ну, сами понимаете, да, как летом поддерживать режим. Хотя, на самом деле, летом в 6:30 вставать, мне кажется, прикольнее, чем зимой. Когда ты встаешь и еще потом 5 часов сидишь в темноте. Так вот. Сейчас 8 часов утра, у нас 17 декабря. Вчера я весь день монтировала выпуск про идеи подарков к Новому году, поэтому я к адвент-календарю даже не подходила. Так что в очередной раз вот так вот я не системно каждый день с пропусками выполняю задания. Пойдемте посмотрим сразу 2 дня за вчера и за сегодня, что же нужно выполнить. Так. Кстати, да, я помню про свой должок. Пойти позаниматься любимым видом спорта. Это я хотела на каток сходить, покататься во дворе. Тут выйти буквально, ну, в общем, были выходные, как я говорила, там было полно народа, я решила на сегодняшний день оставить. Да, кстати, фильм-то я посмотрела, что-то даже не отметила. Уж очень занятые у меня были дни. Я смотрела «Вечера на хуторе близ Диканьки». Мне кажется, это вполне новогодний, очень старинный фильм. Я поугарала с него, с этих древних спецэффектов. Итак, сегодня 16... Ой, это вчерашний день. Давайте вчерашний сначала посмотрим. Так, продумать наряд на Новый год. Ну, кстати, хорошо будет этим заняться, потому что я пока еще не думала над этим вопросом совершенно. Так, и вот сегодняшнее число, 17-е. Чё? О, не, сходить на елку в центре города. Легко сказать сходить, мне туда нужно ехать, а сейчас у нас в Новосибирске, ну, я думаю, как и в любом другом городе, перед Новым годом начинаются просто дичайшие пробки, и чтобы съездить в центр на елку, это нужно полдня потратить. Ну, не знаю, я могу сходить на елку, которая у меня во дворе. Сегодня я, наверное, схожу и покатаюсь, и посмотрю на елку. Такой вот я капризный исполнитель нашего адвент-календаря.
Я тут на днях, в общем, купила вот такой вот чаек, олимпийский глинтвейн, стало интересно. Ну, то есть это не пакетированный чай, а именно вот такими кусочками. А он оказался такой вкусный, но пить, конечно, когда болтается в чашке куча ошметок, я не люблю. Поэтому сегодня я в Магните просто натолкнулась на такую чудесную елочку, ситечко для чая. Буду в него сейчас засыпать и заварить себе чаек. Сам чай, кстати, очень вкусный, если где-то вы увидите. Не знаю, где тут фирма, возможно, я ее оторвала. Но очень вкусный, прям очень вкусный. Значит так, как я обещала, с утра пораньше, сейчас 10 часов утра, я быстренько оделась, беру с собой коньки, и пока никого нет на катке во дворе, я сейчас быстренько пойду покатаюсь. Как раз солнышко восхода, красиво, тишина, никого нет, шикарно, замечательно. На самом деле я волнуюсь, я каждый год, как в первый раз, на коньки встаю, мне очень волнительно. Ладненько. Назад пути нет. Все, мы оделись. Я сейчас очень быстро делать, чтобы не передумать. Пойдемте. Из подъезда вышли уже хорошо. Так, солнышко вроде есть. Так, вроде никого на катке нету. Пока что. Я какая-то самая стесняшка. Вот, кстати, елочка, которую поставили. Ну, еще нарядят, видимо, только вот вчера ее поставили. У нас во дворе всегда все детские праздники и елки проходят. Мы идем на каток. Все, назад пути нет. Самое страшное. Солнышко потрясающее. Я как корова на льду. И такое ощущение, что я, правда, первый раз в жизни вообще на коньках. Я думаю, что они у меня просто 2 года уже не точены. Понятное дело, они все соскальзывают. И очень тяжело на них катиться. Так, ладно, я думаю, сейчас раскатаюсь. Ладно, я вырубаю камеру, просто покатаюсь уже сама по себе. Чуть не упала. Цирь, нравится игрулька? Смотри, какая. Ну? Что-то они кладут в этих мышей, что Цирик колбасит. Да? Плющит вон как. Наркоигрушка какая-то. Ну, выглядит угарно вообще. Змея демон. Ну, окраска красивая. Он ее понюхала даже. Так. Так. О! Ну все. Считай, собрали. Стеллаж Одос. Друзья, доброе утречко. Сегодня, значит, у нас 18 декабря, среда. Вчера, во вторник, вышел выпуск про идеи подарков, вязанных к Новому году. А сейчас, по традиции, пойдемте к адвент-календарю. Посмотрим, что у нас сегодня за задание. Предыдущие 2 я так и не выполнила, но я их выполню. Просто не сразу. Вот здесь у меня из долгов, значит, придумать наряд на Новый год.
и съездить на елку в центре города. Егор сказал, что на неделе мы съездим туда. Вот, но пока что не выполнено. А мы сейчас посмотрим, что у нас на сегодняшний день здесь за задание. Слепить снеговика? Ну не... Ой, мне кажется, я уже просто каждое задание открываю и первым делом, ну не. Просто на улицу я сегодня уже ходила. Мы с Егором сегодня с утра пораньше. Мы, кстати, снова встали в 8 часов утра. Мы с Егором вышли в мой двор покататься на катке. Поэтому на улице я уже была. Мне не очень хочется туда снова уходить. Сегодня у нас мороз. Ну, такой немножечко мороз, минус 16, конечно. Когда бывает минус 35, то 16, это, кажется, вообще можно без шапки выходить. Но пока что вот это первые такие холодные дни, и они кажутся холодными. Что-то похоже, мы разбаловались, сибиряки, да? Уже минус 16, кажется, холодно. А еще у меня пара новостей. Во-первых, я вчера съездила за посылочками, парочку. Сейчас мы сделаем с вами распаковку, конечно же. Там нечто очень, что я ждала. Помните, да, вот этот стеллажик я показывала буквально несколько дней назад. И я хотела вот сюда поставить второй стеллажик. Блин, нужно убрать это. Извиняюсь за этот тазик с бельем. Вот такой прекрасный стеллажик. Так, я пока что просто закинула туда какие-то вещи, пока не очень красиво разложила. Я планирую, естественно, сюда купить такие же войлочные большие боксы, чтобы туда спрятать, чтобы вот так вот это некрасиво не смотрелось. Здесь у меня корзиночка с подарками, которые я вижу близким. Вот она у меня там копится, корзиночка подарков, можно так сказать. В общем, я очень-очень довольна таким вот стеллажиком. Сюда прекрасно встал букетик цветов. Так, снова у нас тазик попадает в кадр. Вот теперь я точно разложу туда всю свою пряжу. Ну и сюда, получается, и вот в этот вот стеллажик. И все замечательно. Вот такие вот посылочки я забрала вчера, небольшие. И смотрите, что мы еще с Егором вчера купили. Я просто не удержалась. Мне так нравится эта металлическая коробочка. Это чай. И здесь вот такое вот ретро-изображение, как старинные вот эти коробочки с печеньем, с конфетами раньше были. И вы только посмотрите, как тут все замечательно красиво. Мало того, что внутри этой железной прекрасной коробочки, тут еще целых 3 коробочки. И пока я все это раскрыла, естественно, чай мне этот не нужен, я его сразу Егору отдала. Я этот набор выбирала исключительно из-за классных коробочек вот этих. Значит, каждая коробочка вот так вот вытаскивается. Вот такая вот прекрасная, очень все красиво, цвета приятные, вот эта вот фактурность. Было бы, конечно, это все без надписей, но как бы что поделать. Это на самом деле тоже какой-то свой шарм имеет, вот эти, что это все именно чайные коробочки, а не просто купленные. И смотрите, что очень классное здесь я обнаружила. Тут немножечко с трудом достаются эти коробочки. Они сидят вот в такой бархатной штучке. А я изначально планировала эту коробочку использовать под все свои бусинки, круглогубцы, лески, в общем, все, что нужно для моего, мне кажется, нового хобби, которое я еще пока что не пробовала. Но я уверена, что это будет мое новое хобби. Делать маркеры для вязания и различные такие вот аксессуары. И это будет такой коврик для работы. То есть сюда можно класть бусинки, с которыми ты хочешь работать, какие-то проволочки, колечки, там что-то, да, чтобы по столу все не укатилось никуда. Вот в таких ячейках, бархатным покрытием. Очень здорово. Мне кажется, это будет такая вот рабочая поверхность, так что замечательнейшая, я в восторге коробочка. Ну а сейчас приступим к распаковочке. Вот такая вот маленькая штучка. Я знаю, что здесь. На самом деле было очень забавно увидеть точности такую же штучку у Кати Ринг. Мы прям одновременно с ней заказали одинаковую вещь. Сейчас я покажу, и вы поймете, о чем я. Па-ба-ба-бам! Это вот такая рождественская серия спиц Ади, деревянных и с такой вот красной леской. Самый прикол, что мы не просто одинаковую серию с Катей Ринг выбрали, у нас одинаковый размер. Я думаю, по мне уже заметно, да, что я в этом году на зеленом с красным цвете, да, вот мое убранство новогоднее, которое я вам показывала уже не раз. Так что мимо спиц зеленых лимитированной коллекции Christmas с красной леской я, конечно же, не смогла пройти мимо.
Ну, это просто чудо. Лесочка, кстати, очень мягенькая, очень приятная. А это разве дерево? А, так это не дерево. Что-то, видимо, это я себе придумала, или почему-то мне казалось, что это деревянные спицы, но это нет. Это металлические спицы. Такие вот прекрасные спицы. Написано «Адди Кристмас». «Адди Кристмас, Адди Кристмас». В общем, прикольно, классно. Надо скорее что-нибудь с ними повязать. Так, и вторая посылочка, про которую я вам рассказывала, что мне написала Валя Суходол, и это от нее подарочек. Сейчас мы посмотрим. Я знаю, что там, но я в предвкушении все равно не меньше. Мне кажется, все, что делает Валя Суходол, очень эстетично, приятно и красиво. Ну вот просто посылочку, да, как бы просто пакетик, ну вот как минималистично и красиво. Ладно, на самом деле мне, наверное, просто очень нравится логотип Вали. Очень стильно выглядит, очень классно. Во-первых, крючки, раку-раку, боже мой! Я, конечно же, слышала и знаю о них. И мечтала вообще, но не думала, что я так скоро вообще их смогу попробовать, тем более просто в подарок. Потрясающе! Классно, что здесь все номера, потому что они с двух сторон. Я слышала про то, что это очень эргономичный, удобный хват для руки. Так что мне очень любопытно. Очень любопытно. Сейчас давайте даже посмотрим. Первое впечатление. Я знаю, что обозначения немножко другие у японских крючков. И то, что здесь написано, например, 4.0, это вовсе не 4 миллиметра крючок. Ладно, потом где-нибудь найду, и просто надо, наверное, запомнить соотношение номера и номера, вот, который рисуется на этих крючках. Так, что, как он в руке? Я держу вот так. Ну, кстати, да, я читала, что эти крючки невозможно держать неправильным хватом. Ну, как неправильным. Тоже не нужно говорить громких слов неправильным. Кому как удобно, тут так и держит крючок. Но классический хват — это как ручку, как карандаш, да? И вот так вот вязать. И здесь именно для такого хвата руки в сечении треугольник, который идеально вписывается в этот хват пальчиков. Так, я на самом деле прямо вот сейчас завершу распаковку и просто сяду вязать и тестить, каково этими крючками. Потому что, конечно же, мне интересно. Я когда заказала первый раз в жизни тюлип, и на сравнении с теми обычными китайскими просто там за 100 рублей крючками, которыми я до этого вязала, это как небо и земля. Поэтому протестировать тоже в сравнении очень интересно. Так, дальше что у нас тут? Прелесть, открыточка новогодняя. Здесь, кстати, в любых, мне кажется, открытках и календарях Вали ее кот. Смотрите, это не просто щелкунчик, это ее кот Щелкунчик. Очень смешно. Прикольно. И еще одни спицы. Но это не простые спицы. Я о них даже ничего не слышала. Это какие-то очень крутые японские спицы с поворотным, как это называется, колпачком. Господи, как это назвать? Ну, вы понимаете, о чем, да? Ну, упаковка, конечно, очень добротная, очень красиво, по крайней мере, дизайн упаковки. Прямо, знаете, ну, действительно, как будто это какой-то премиум лакшери сегмент. Я бы неизвестно, когда такие вообще спицы бы попробовала, если бы Валя мне их вот так не предложила в подарок. Смотрите, какая прозрачная леска здесь интересная. Без каких-либо надписей, очень минималистично. По дизайну тоже, смотрите, как... Так, сейчас достану, что я вам в пакете-то показываю. Какая тонкая, просто невесомая леска. Девочки и мальчики, если меня кто-то смотрит. Это просто как паутинка. Мне кажется, это самая эластично тонкая леска из всех, которых я вообще трогала в руках. До этого самая мягенькая была Ади Юникорн, розовенькая такая. Вот эти вот. Мне она казалась пока что до этого самой тоненькой. Пахнет аромапалочками, с которыми долгое время лежали вместе эти спицы, и у меня они пропахли этими аромапалочками вкусными, которые мне Росса дарила. Значит, вот Адди. Ну, да,
Ребят, в сравнении, действительно, во-первых, это бамбук, логично, что он легкий, но они вкупе с этой леской, как паутинка невесомой, и эти невесомые спицы, мне кажется, все это вместе весит примерно 1,5 грамма. Ну просто невесомые, легкие, очень красивые. А да, про фирму-то я, кстати, ничего не сказала же. Я молодец. Фирма Clover. Если кому-то это что-то говорит. Но я думаю, те, кто разбирается в спицах, наверное, должны знать. Напишите мне, вы встречали такую вообще фирму, знаете ли, что это такое? Clover. Вот они. Написано 10, тоже я не знаю, что это значит 10. 10 это 5,1 миллиметр. Это, ну, видите, у них маркировка размерная другая совсем, поэтому нужна расшифровка. Ну, просто... Ну, красота. Так, и последняя милота, которая, на мой взгляд, просто, ну, самая милота. Господи, они еще меньше, чем я предполагала. Вы только посмотрите. Это что за ножнички для Барби? Я предупреждала, я говорила в прошлый раз, что у Вали просто в магазине миллиард милейших аксессуаров. Просто, ну, такой пусечный, что хочется все. Это японский мини-микро, просто ножнички. Ну, просто чудо. Называется Хавагучи. Вы только посмотрите, какая вот упаковка, коробочка. Оп. Так, тут маленькая брошюрочка. И здесь вот эти на подушечке такой. Нежнейшие, милейшие, просто махонькие ножнички. Боже мой. Да вы только посмотрите. Это просто чудо чудесно. Здесь гравировка Камари. Здесь вот логотипчик. Это, кстати, из кожи, тоже мягенькая такая прелесть. Ну, просто прелесть. У меня просто слов нет, да. Я, наверное, раз 100 сказала, это просто милашество, прелесть. Там, кстати, разного цвета кисточки можно было выбрать. Конечно же, я выбрала розовенькую. Маленькая брошюрочка тут. Все на иероглифах, ничего не понятно. Made in Japan. Такие вот разные ножнички. Блин, ну это просто восторг невероятный. Мне кажется, вот такие ножнички можно спокойно в аэропорт проносить, да, с собой для рукоделия. Никто никогда в жизни у вас не отберет такие микроскопические ножнички. Так, ладненько, давайте на этом закруглимся. Валя, если ты смотришь мой выпуск, я не знаю, смотришь ли ты меня помимо просто вот этого мастер-класса, на который ты наткнулась. Большое тебе огромное спасибо. Это безумно классные вещи, которые просто неизвестно, когда бы я попробовала, если бы вот не твой подарок. И вообще то, что это от тебя, это приобретает еще гораздо большую ценность для меня. Так что спасибочки тебе огромное еще раз, 100-й раз. Вот такой влогмас у меня на этой неделе получился. Спасибо, что вы провели это время со мной. Я очень надеюсь, что вам было интересно. Кстати, следующий выпуск по расписанию у меня выпадает на 31 декабря. Но я подумала, что это как-то слишком. Навряд ли кто-то в 31 числа будет его смотреть. Да и мне не хочется монтировать практически перед Новым годом. Поэтому мой последний влог в уходящем 2024 году будет 30 декабря. Буду уже всех поздравлять. Так что увидимся в понедельник. А сейчас я желаю всем хорошего дня и всем пока-пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться.